Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет о стоимости содержания автомобиля, стоимости владения. Автомобиль у нас в семье с 2013 года. И сколько почти за 11 лет в него было вложено и что менялось. Это видео о типичных проблемах таких автомобилей и то, с чем вам придется столкнуться и сколько придется потратить на содержание, оживление, если вы купили самый дешевый шаран на рынке. Сколько вы потратите, чтобы на нем хоть как-то ездить. Локацию узнаете? Здесь снималась GL-ка года 3-4 назад и Audi A6 C7. Здесь снимаются принципиально черные автомобили и желательно тонированные. Ну что же, это Seat Alhambra 2002 год. Это один из трех. То есть Volkswagen Charan, Ford Galaxy вот и Seat Alhambra. Это первый рестайл, получается, 2002 года автомобиль. И в не самой дешевой комплектации. Если вот обратите внимание, здесь есть крепление для дуг на пороге. То же самое, что было на Наваре, такая же вещь. Приятное дополнение к дизайну, клево смотрится. Если интересно, могу снять обзор на других дисках с этими дугами. Машина смотрится по-другому. Я не снимал на нее обзор раньше. Почему? Потому что был Ford. Я там все рассказал. Про двигатель тоже все рассказано. Здесь 1.9 серии Я-188 с насос-форсунками на 115 сил. Все остальное рассказал на Форде. Но там был коммент: сними, пожалуйста, обзор, я думаю, будет людям интересно. Поэтому я думаю, что сниму обзор на этот автомобиль. По кузову, самое главное на автомобиле — это кузов, как я всегда говорю. И у автомобиля есть классические свои проблемы, конечно, крылья, пороги, арки, крышки багажника. Насчет крышек багажника я вот писал производителю, которые пластиковыми торгуют, потому что сейчас очень вот башисты сильно гниют, другие автомобили. Вот, крылья и крышки багажника часто делают пластиковые, но на такие автомобили, говорит, пока не производим. Пока, но вообще они были. Вот в поиске на сайтах запчастей я смотрел, вот у них были в наличии Ford Transit 90-х годов, Тэчик 4, а вот на них пока еще не было пластика. Но, говорит, пока не производят, но вообще в производстве есть. И 10 лет в одних руках пошли этому автомобилю на пользу. Почему? Потому что крылья не менялись, делалась только нижняя часть, оба крыла. Пороги здесь родные, днище полностью обработано. Задние арки не варивались, не менялись, и они не цветут. Крышка багажника родная. И по ценам на эти автомобили я специально начинаю с цены, чтобы вы сделали определенные выводы, когда я буду говорить про сумму, которая потрачена на автомобиль, но потрачена за 10 лет. Цены на такие автомобили на первый рестайлинг с 2001 по 2003 год, 4 даже не попадался. 2001-2003 одна машина или две было 2000-х. Но количество достаточное в продаже. В общем, самая дешевая 4500, но там 2001 год, конечно, пробег уже за 400. На фотографиях видно, что передние крылья уже рассыпаются, там уже не к чему варить. Кстати, насчет варить, бананы стоят 68 рублей, крыло почти 2 раза дороже. Именно сам банан, арку, можно еще купить за 68 рублей. Пороги тоже штампы есть. Получается, крылья нужно менять, крылья в среднем там 200-250 рублей, чуть меньше 100 долларов стоит. Плюс пороги, плюс арки, я сколько раз рассказывал в своих видео, это уже на запчасти вы дадите порядка там 500-600 долларов, плюс сварка, плюс покраска, это уже 1500-2000 долларов вы отстегнули. Дальше к 6, самые дорогие 8-9 тысяч долларов. Ну, это автохаусы продают свои автомобили. Все равно 7 с чем-то, где уже хорошее состояние. В районе 5-6 они продаются, но опять же косяки по кузову и технические проблемы. Webasto нигде не работает практически. По объявлению смотрю, отключена Webasto, отключена Webasto. Здесь Webasto работает, многие ее отключают. Но хочу сказать, что в большинстве объявлений отключена Webasto. Сейчас даже плюс 2, плюс 3 автомобиль стоял в гараже, и Webasto прогревал салон сейчас, чтобы сюда ехать на съемку. Зимой в минус 15, я не знаю, как без Webasto ехать на этой машине, потому что греется он долго и неохотно. И там можно просто околеть в этом салоне, пока он прогреется полностью. Ну что, по технической части. Как мне нравится газовый упор. Вот кто смотрел мое предыдущее видео, обзор на Mitsubishi мой, 2011 год, блин, кочерга-то долбана. Неужели нельзя уже мартеры поставить? Неужели он такой дорогой, блин? Патроновский стоит 15 рублей, ёпарас. Ладно, не суть в этом. По технической части 1.9 TDI, 115 лошадиных сил, AUI индекс двигателя, прошу прощения за мой английский.
шестиступенчатая механика. Двигатель серии Я-158. Я-188, но 2-литровый дизель, 16 стеклоп, стоит у меня на Audi A4. Этот 188 двигатель 1.9, 8-клапанный, и я часто говорил и на обзоре Passat, Audi A4 в кузове B6, многих автомобилей, что у нас были, про этот двигатель, что его самая популярная проблема – это износ распредвала. И здесь он несколько лет назад менялся. Маслосъемные колпачки, гидрики, притерли клапана. Ну, разумеется, машина поехала повеселее, да, конечно же. Но это все тоже встало в хорошую копейку. Но, честно говоря, нету смысла те цены на сейчас переводить, потому что более дорогие бренды, которые сейчас стоят, ну, раза два, чем тогда стоили. Поэтому, если на сегодняшний момент переводить, в районе 1000 на все про все вы это потратите. И насчет ВАГа в целом, у дизельного ВАГа, вот на B4 своем я менял ГБЦ, очень часто возникает либо прокладка под головой, либо сама ГБЦ. И также все зависит от охлаждающей жидкости. Потому что на B4 у меня ГБЦ треснула, я ее менял, а в B6, я тут, кто смотрел, я ставлю видео, если кто не видел, на B6 я также менял ГБЦ, так она не треснула, но ее разъела из-за плохого, как я называю, крашеной этой воды, этот антифриз, который продается за 20-30 рублей за 5 литров за ту канистру. И он ошатался. Более современные, они все ГБЦ алюминиевые, боятся вот этих дешманских материалов, что поразъедало канал. Мне пришлось менять ГБЦ из-за предыдущего владельца жлоба. Так что думайте своей головой и не ушатайте себе двигатель сами. Поэтому тогда было выгоднее это сделать и сделать правильно. Сейчас, видимо, я считаю, больше выгоднее купить ГБЦ с разборки. Хотя, так как хватает этих двигателей, хотя это может быть дороже. Почему? Потому что распредвал будет такой же поношенный, его придется менять. По остальному, турбина также восстанавливалась. Полгода назад, чуть меньше, еще гарантия на нее есть. Это тоже порядка $200. Я рассказывал тоже на обзорах, восстановление турбины это $100-200, в зависимости, ну 200 я загнул, по-моему 150 где-то, 150-170 долларов восстановление турбины. Также менялись основной радиатор, радиатор на печку. Про ГРМ я молчу, разумеется, масла, фильтра, все эти вещи, сцепление также. Помимо этого, разумеется, диски, колодки, тормозные трубки, тросики, наручник, все это менялось, обслуживалось. Ну, фильтра, масла я, опять же, повторяюсь, не учитываю. И если брать приоритет на сегодняшний момент, все суммы вложений, то, что были тогда, не совсем это правильно, потому что цепа оригинал, распредвал тоже оригинал еще был. Сейчас, если покупать в Китае, то, что есть, поношенное, не такое новое, а более поношенный распредвал, с какого-нибудь другого с меньшим пробегом, хотя проблема найти. Но, тем не менее, если все переводить, на сегодняшний день порядка $4000 стоят все эти работы, материалы, с учетом кузовного ремонта всего. $4000, $4200 где-то вот получилось, а $4200 это стоимость самого дешевого Шарана сейчас, 2001-2002 года. Но $4000-4200 это, как я сказал, стоимость самого дешевого Шарана, но здесь эти затраты оправданы, потому что сцепление не бьет, не ведет, не вибрирует на торможении автомобиль, он не ударен, кузов в него нормальный, пороги родные, днище также, и задние арки здесь не резались, не варились. Webasto работает, кондей работает, крышка багажника не дрявая, потому что ездят попросту заклеенные лентой, там разваливается даже ручка, вываливается открывание крышки багажника. Поэтому эти автомобили самые дешевые для вас, 7-8 тысяч долларов и встанут, если вы начнете все это восстанавливать, кузов. У всех не работают Webasto. Везде, вот листаешь объявление, Webasto не работает, отключена. Центральные замки у большинства автомобилей тоже не работают. 60-70% автомобилей заглушены центральные замки. Рвутся провода на дверях очень часто, не работают либо центральный замок, либо стеклоподъемники. Но в основном центральные замки у всех не работают, и автомобили стоят попросту открытые. Поэтому я не знаю, как снимать обзор. На нее обзор я сниму, но в принципе, как люди просили, он минимум имеет отличие от предшественника, потому что уже новая серия двигателей, да, и шестиступенчатые механические коробки на них пошли. Но в целом минимум отличий, все рассказал я на Форде том. Ну, как я уже сказал, самый дешевый Шаран стоит столько же, сколько потратили на этот автомобиль. Здесь я еще не учитывал
те сайлентблоки, которые менялись, задние амортизаторы, кстати, недавно менялись в очередной раз. Это я уже сюда не приплюсовывал. Также сюда не вошла сумма по шинам. Здесь 2 комплекта колес, ну, зима и лето на разных дисках. 205 на 60 R16 здесь размер шин, и они тоже не дешевые. 50-60 долларов за баллон, самый дешевый китайский, уйдет, поэтому даже может немного больше. Потом еще вам долларов 200-250 на шины. Но здесь я их не учитывал, потому что вы можете купить автомобиль, ездить на штампах и на тех шинах, что вам достались, на лысой резине, то есть выбор каждого. Но я хотел этим видео сказать, то, что при покупке даже самого дешевого за 4000 долларов, даже если вы не будете делать кузов, то двигатель, все вот эти проблемы, радиатор, печки у них часто выходят из строя, радиатор на печку зимой, в морозе ездить не будете, придется это все делать и менять, по-любому 1500-2000 долларов вы все равно закопаете. Вернее, не закопаете, а потратите, чтобы автомобиль оживить. А найти такой Seat Charan с работающим центральным замком, с работающей вибастой, все заменено, все работает, все нормально, это большая находка сейчас. Я ни в коем случае не хвалю этот автомобиль, но и не хвалить его нельзя, потому что реально в достойном состоянии. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты, расскажите друзьям. Счастливо!